Делаем учет проще. Вместе с компанией простые решения. Добрый день, меня зовут Тимошенкова Юля. Я являюсь специалист-консультантом по зарплатным решениям. Во-первых, хотелось бы вас поздравить с началом третьей отчетной кампании. В качестве подарка мы решили подготовить обучающее видео по заполнению отчетности в пенсионный фонд, так как ее составление всегда вызывает огромное количество вопросов. После просмотра нашего видеоурока вы сможете сдать отчетность легко и просто. В рамках нашего видеоурока мы рассмотрим теоретическую часть, обсудим вопросы новой формы РСВ, основные изменения, на что стоит обратить внимание, и, конечно, все это реализуем на практике с различными примерами обычной отчетности, с пониженным тарифом, с ЕНВД, если работник инвалид, если есть договор ГПХ, иностранцы, доп. Тарифы и другие важные особенности. Отчетность пенсионный фонд по итогам третьего квартала мы сдаем не позднее 15 ноября. И если раньше мы могли сдать эту отчетность хоть 15 ноября, даже если она была неправильная, у нас всегда было 2 недели на ее исправление, то сейчас ее надо сдать именно до 15, чтобы 15 она была уже точно принята, без всяких исправлений. Поэтому лучше ее сдавать немного заранее, чтобы не тратить свои нервы. Что мы сдаем? Расчет по взносам ОПС, ЮМС и персон-отчетность. Все это теперь в одной форме. Файлика по-прежнему 2, на это стоит обратить внимание, потому что при составлении отчетности многие путают, что если отчетность теперь одна, то и файлик должен быть один, и второй файлик удаляют. Программа проверки, конечно же, такой отчет не пропускает, и все начинают беспокоиться. Почему? Вроде все сделано правильно, а программа проверки ругается, и пенсионный фонд не хочет принимать отчетность. На что стоит обратить внимание? Форма РСВ с 2014 года у нас новая. Мы уже успели к ней понемногу попривыкнуть. Самое хорошее, что в ней радует, что теперь не надо разносить плату по людям, что всегда вызывало много негативных эмоций. Общие разделы формы заполняются нарастающим итогом. Раздел 6 по индивидуальным сведениям заполняется только за третий квартал, но строка 400 сотруднику заполняется нарастающим итогом. Уволенные в первом и втором квартале в индивидуальные сведения отчетности за третий квартал не включаются. Опись индивидуальных сведений – это раздел 2.5. Это составляют базы и взносы за третий квартал. Количество страхованных лиц на титульном листе должно быть равно количеству страхованных лиц, по которым составлены индивидуальные сведения. При проверке правильности составления отчетности сверяются суммарные и помеченные показатели раздела 1.5 и раздела 6. С 2014 года программа для отчетности у нас одна – чек ПФР. Раньше был чек XML, но сейчас он не используется. Перед проверкой обязательно скачивать актуальные версии программ. Иногда, конечно, бывают исключения, и чек ПФР, отчетность, которую еще вчера пропускал, сегодня начинает на нее ругаться, но пенсионный фонд в основном всегда лояльно относится к обращениям граждан по каким-то ошибкам, и они либо в сжатые сроки быстренько выпускают новую версию, либо возвращают старую. На что стоит обратить внимание перед составлением отчетности? Проверить правильное внесение всех кадровых данных сотрудников, прием, увольнение, отпусков. Проверить документы ГПХ, чтобы стояла галочка о том, что надо регистрировать данные о стаже. На документах ГПХ мы сейчас поговорим более подробно, я вам покажу, как в программе это делать. Проверить все данные об отсутствиях, больничные, отпуска за свой счет. Конечно, чтобы было сделано начисление зарплаты, расчет налогов. Заполнить такой нужный, появившийся недавно документ перечисления налогов. Начиная с версии 18 в программе появился новый документ, который называется «Перечисление взносов». Находится в модуле «Налоги». С помощью этого документа можно заполнить суммы перечисленных взносов, которые автоматически попадут в раздел 1 «Форма РСВ». Раньше это приходилось делать вручную, и при каждом перезаполнении формы данные терялись, что было крайне неудобно. Кстати, документ можно заполнить автоматически из документа «Конец месяца».
Допустим, мы откроем любой документ. Здесь есть кнопочка «Создать на основании». Перечисление взносов. Все суммы представляются автоматически. Нам остается указать номер платежного поручения и провести документ. Можно написать какой-то комментарий. Если, допустим, какие-то суммы исправим, программа дает нам внести ручные корректировки. Обратим внимание на некоторые нюансы заполнения кадровых данных. Например, рассмотрим отпуск за свой счет. В моем примере это сотрудница Демидова, которая с 1 августа по 10 была в отпуске за свой счет. Обязательно указываем вид времени, что это отпуск за свой счет, и проставляем галочки «Добавить запись об отпуске» и «Регистрировать время». Тогда в нашей отчетности по РСВ, сейчас я ее открою, если мы просмотрим нашу сотрудницу, на закладочке «Трудовой стаж» у нее появляется запись с видом административный, и не надо ничего править вручную. Вторым нюансом является отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Почему нюанс? Потому что отпуск до 1,5 лет мы каждый месяц делаем документ. Отпуск по уходу за ребенком. И этот отпуск, если посмотреть его движение, не отработанный. Он ставит вид расчета ОЖ. И этот вид расчета, вид времени, автоматом попадает в нашу отчетность. А в отпуске до 3 лет такого не происходит. Потому что в основном мы начисляем только 50 рублей, либо надбавкой, либо простым начислением. Поэтому необходимо делать кадровый приказ на отпуск. В моем примере это у нас сотрудница Шишкина. Как мы заполняем документ? Мы указываем период отпуска, указываем вид времени, он общий для 1,5 лет и до 3. Это отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет. Ставим галочку «Добавлять запись о стаже, регистрировать время». После того, как мы ставим галочку «Добавлять запись о стаже», у нас появляется вот такая табличка, где мы указываем наш вид времени DL Дети. Если мы зайдем в отчетность, наша сотрудница в трудовом стаже автоматически проставилась DL Дети. Соответственно, нам не надо этот стаж здесь выделять вручную, указывать его вид, и при перезаполнении отчета он никуда у нас не пропадет. Следующий нюанс, который хотелось бы обратить внимание, это инвалиды. Что в них важно? Откроем справочник сотрудника. Инвалидом в моей базе является Давыдова СП. Вот мы видим сведения об инвалидности инвалид. Если нажать на лупу, то можно увидеть историю записей. Мы видим, что с 1.01.2008 по 31.12.2013 сотрудник был инвалидом. Обязательным условием, чтобы программа не видела инвалидность сотрудника, если она ограничена окончанием действия, является наличие новой строчки с датой начала и без галочки «Инвалидность». Если такой строчки не будет, то программа будет по-прежнему считать сотрудника инвалидом и неправильно рассчитывать по нему взносы. Еще один нюанс, на который бы хотелось обратить внимание, это договорники. Если мы зайдем внутрь документа, то мы видим, здесь есть галочка «Добавлять запись о стаже». Запись о стаже проставляется по периоду действия документа вот этого, то есть на тот период, на котором мы наняли этого сотрудника. Если мы зайдем в сотрудника, трудовой стаж, то у нас появилось, что вот с 20.08 по 31.08 сотрудник у нас работает по договору подряда. Но никаких обоснований стажа здесь нет. Программа автоматически пока не умеет сама проставлять код. Поэтому надо зайти сюда и проставить вид стажа договор. Записать и закрыть. Тогда, если мы откроем нашу сотрудницу в отчете, вот наша Романова, зайдем в трудовой стаж, то мы увидим, что поле с сведениями о стаже у нее заполнено автоматически. Также на закладке «Настройки» мы можем выбирать способ формирования пачек.
Можем всех сотрудников, как в принципе сейчас делают многие, как разрешено правилам пенсионного фонда, делать в одной пачке. Мы можем делать отдельные пачки для сотрудников, имеющих льготный стаж, с разными кодами категорий. Еще очень важная галочка, я считаю, которую добавили, это добавлять в пачки раздела 6 сотрудников, не имеющих СНИЛС. Раньше для того, чтобы выявить таких сотрудников, по которым бухгалтер или кадровик по каким-то причинам забыл заполнить СНИЛС, приходилось строить кадровый отчет с выбором настройки, что СНИЛС не заполнен. Теперь это можно выявить проще. Достаточно поставить галочку, перезаполнить все, и вы увидите в табличке, что СНИЛС будет не заполнен. Соответственно, что снизит потраченное время на поиск ошибок, почему у вас разделы РСВ не сходятся между собой. Так, следующий нюанс по доп. Тарифам. В многих организациях сейчас применяются доп. Тарифы. Применение доп. Тарифа мы указываем в настройках учета. Надо зайти в модуль настройки учета, выбрать настройки учета, настройки расчета, поставить галочку «Рассчитывать взносы в пенсионный фонд по дополнительному тарифу». Тогда при расчете налогов в документе «Конец месяца» появляются две строчечки: взносы в пенсионный фонд по доп. Тарифу 1, по доп. Тарифу 2. Соответственно, для должности, которую занимает сотрудник, если зайти в справочник должностей, у меня в примере это газосварщик, на закладке «Условия труда» необходимо прописать наши условия труда. То есть к какому виду работы он относится, работа с тяжелыми условиями. Выбрать список вредных профессий. Вот здесь есть подбор из списка. И мы выбираем то, что нам нужно. И указываем, какой у нас доп. Тариф. Доп. Тариф 2, доп. Тариф 1. Либо не начисляются. И можно, если есть класс условий труда, то, соответственно, задать класс условий труда. Опасный, вредный, допустимый, оптимальный. Все это в программе предусмотрено. В программе Камин, прежде чем перейти к заполнению отчета по форме РСВ, есть такой замечательный отчет, который называется «Свод отчислений налогов», в котором можно себя проверить, правильное заполнение данных. Ставим период отчета. В нашем примере за 9 месяцев, с 1 января по 30 сентября. Здесь есть способ формирования по проводкам, по расчету, расчет плюс проводки, либо расхождение. Самый хороший способ – выбрать расчет плюс проводки. Мы хотим посмотреть также вид тарифа, всего начисленная, необлагаемая сумма и облагаемая сумма. Нажимаем на кнопочку «Сформировать». Видим, что для нашей организации «Контакт-Строй» есть общий тариф страховых взносов и тариф для инвалидных организаций. Чем хороший способ формирования расчет плюс проводки, то, что мы видим разницу. В данном случае у нас ее нету, потому что мы делали все правильно. Но бывают такие ситуации, когда возникает необходимость перерасчитать, допустим, больничные, отпуска. И очень часто мы их перерасчитываем и забываем закрыть месяц. Тогда здесь будет цифра с минусом, которая будет показывать разницу между расчетом и проводкой, что некорректно отразится на формировании отчетности. Программа проверки выдаст нам ошибки. Чтобы нам избежать потраченного времени на поиск этих ошибок, лучше сразу себя проверить с помощью отчета. Дальше переходим непосредственно к отчетности. Открываем нашу отчетность. Нажимаем на кнопочку «Рассчитать». Что вот еще замечательного появилось в Камине 5.0? Если мы делаем отчет первый раз и не знаем, какие разделы нам нужно заполнить, чтобы не пробегаться по всем разделам, ставить галочки, смотреть надо, нам не надо, программа теперь умная. И когда мы нажимаем на кнопочку «Рассчитать», она сама подставляет галочки в те разделы, в которые есть данные, которые мы будем использовать. Можем себя проверить. То есть вот наш свод отчисления налогов. Мы видим сумму 1 531 946 30 копеек.
Переходим в РСВ на раздел 2.1. Видим, всего начислено 1 510 364, что многих бухгалтеров сразу ввергает в панику. Думают, что-то неправильно, начинают все перепроверять. Но если мы вернемся к нашему отчету, то увидим, что у нас есть два тарифа. Общий и тариф для инвалидных организаций. Соответственно, в РСВ раздел 2.1 у нас будет две странички с кодом 01 и с кодом 03. Сверяем наши суммы. Сумма общего тарифа. Входим на вторую страничку. И сумма инвалида. Сверяем со сводом. Все верно. Можем также посмотреть сумму налога. Если нас что-то смущает, проверить себя. После того, как мы сверили раздел 2.1 и сумму взносов, можно проверить остальные разделы. Мы видим, что у нас автоматически заполнился раздел 2.3 по расчету страховых взносов по доп. Тарифу. В своде отчисления налогов тоже он есть. Можно себя проверить. Вот эти разделы, они нам не нужны в данном нашем примере, они не заполняются. Можем перейти к исходным сведениям. В исходных сведениях у нас 11 человек, что совпадает с титульным листом, количество застрахованных лиц, о котором мы говорили. Если зайти в сотрудника, можно посмотреть код категории, сверить сумму выплаты базу. Можем проверить данные о стаже. Период стажа должен быть в пределах третьего квартала, за исключением того, если сотрудник увольняется, либо принят в середине квартала. Также стоит обратить внимание на такую особенность, что если по работнику применялось несколько тарифов, то заполняется теперь один раздел 6, но количество строк увеличивается. В нашем примере это сотрудница Давыдова. Посмотрим ее. Мы видим, что вот у нее июль-август – это наемный работник. И сентябрь – ООИ категория. Есть еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание. Это сведения о стаже. Если у нас есть строка по сотруднику, в нашем примере по Шишкиной, за сентябрь нету ни базы, ни суммы выплат, но есть какие-то сведения о стаже, то стаж должен быть обязательно с особыми периодами. НИОПЛ, административные, ДЛ, дети, либо просто дети. Иначе программа проверки выдаст нам ошибку. Открываем нашу Шишкину, мы видим, что за сентябрь у нас данных нету, сумма. Но мы сразу видим почему. Потому что она в декретном отпуске по уходу за ребенком. Также стоит обратить внимание на сотрудников-иностранцев. В нашем примере это сотрудница Кондратова. Под категорией ВНР. Данные сотрудники о гражданстве задаются в карточке сотрудника. Гражданство и наличие страховых взносов. Выбираем гражданство. Если какой-то страны нету, ее можно выбрать, загрузить из классификатора. Сведения о том, как будут начисляться взносы, указываются в окошечке «Статус ПР». У нас выбрано иностранных граждан, временно пребывающие на территории Российской Федерации, заключивший договор на срок более 6 месяцев. Мы помним, что постоянно проживающие у нас начисляются взносы в пенсионный фонд, ФСС, ФССНС, ФОМС. Временно проживающие то же самое. Для сотрудников временно пребывающих, которые менее 6 месяцев,
Взносы в пенсионный фонд, в СС, ФОМС мы не начисляем только ССНС, которые более 6 месяцев. Стоит помнить о том, что сроки трудовых договоров сейчас суммируются, то есть если один трудовой договор на месяц, второй на 4, третий еще на 4, то в сумме это больше 6 месяцев. Соответственно, пенсионный фонд ФСС НС считается, взносов ФСС и ФОМС нет. Что можно увидеть в разделе 2.1? То есть сумма базы для начисления взносов на ОПС у нас 1 390 000, база для начисления взносов на ОМС 1 244 000. Если мы получим разницу, посмотрим разницу между этими суммами, получим 146 000. В моей базе у нас два сотрудника иностранца. Это Горошко и Кондратова. Если мы посмотрим, зайдем в сотрудника, начнем с Кондратова, откроем кадровые сведения, то увидим, что она у нас принята временно, на срок, посчитаем, будет менее 6 месяцев. Соответственно, взносы пенсионные на нее не начисляются. Сотрудник Горошко, идем в кадровые сведения, принят у нас постоянно. Еще с 2012 года. Поэтому данные в пенсионный фонд, страховые взносы на него начисляются. Если мы откроем индивидуально по нему, то как раз увидим, что сумма выплат 146 000. Наша разница между взносами. На что хотелось бы еще обратить внимание. На закладочке «Настройки» есть настройка заполнения сведений о стаже. Сейчас здесь заполнены предопределенные виды стажей, но если нам надо добавить какой-то свой вид стажа, либо тот, которого здесь нет, особенно это актуально для дней сдачи крови, мы нажимаем кнопочку «Добавить», указываем вид времени из классификатора, он довольно большой, то, что нам нужно. Обозначение выбираем. Сдача. Ставим галочку «Сохраняется льготный стаж», если в это время за сотрудником сохраняется льготный стаж. По-моему, для дней сдачи крови он не сохраняется. Сохраняется для больничных, для отпусков. Также, если возникает ошибка, например, если какое-то начисление у нас подтягивает доп. Тариф, а по коллективному договору, по трудовому кодексу не должен включаться стаж по льготникам, то в справочнике начислений есть такая строчка «Взносы в ПФР по доп. Тарифу». Можно выбрать доп. Тариф 1, 2, либо не начисляются. После того, как мы все проверили и считаем, что отчетность сделана правильно, надо сформировать файлики. Файлики по умолчанию формируются на диск C. Мы можем выбрать любое место, куда нам нравится указать. Диск C, диск D. Создать, например, папочку «Отчетность». Убираем папку. Если мы нажмем «Сформировать файл в RSV», то у нас сформируется один файлик. У нас есть сверху кнопочка «Выгрузить комплект». И сбоку видим сообщение, что сформировано 2 файлика. Как мы уже говорили, форма отчетности одна, файликов формируется 2. Один с общими сведениями, другой индивидуально по людям. Если у вас подключена 1С отчетность, после того, как вы проверили файлик, вы его можете сразу же отправить. Проверить нашу отчетность можно по кнопочке «Проверить». Открывается окошко, где мы должны подписать каталог программы ЧЕК ПФР. В данном случае у меня установлен на диске C. Файл для проверки отчетности. С вами создали на D папочку «Отчетность».
и нажимаем кнопочку «Проверить». Значит, протокол. Хорошо, но есть предупреждение. Предупреждение, как правило, носит информационный характер в данном случае, потому что все у нас заполнено правильно, немножко ошибки программы проверки. После того, как мы все проверили, можем отправить в пенсионный фонд. Все, наша отчетность сделана. Рассмотрим второй пример. Вторая организация у нас называется «Пониженный тариф». Взносы в пенсионный фонд 20%, ФОМС не платим 0%. Если в таких организациях возникает превышение предельной величины, взносы не уплачиваются. В отличие, допустим, от обычного тарифа, где мы платим 10% сумм превышения. Пониженный тариф. На что стоит обратить внимание? В первую очередь на документ конец месяца, в котором у нас должно быть указан вид тарифа, тариф для предприятий, применяющих ОСМ, налоговый режим ОСМ. Мы видим, что процент не задан. Соответственно, всего начислено есть, база есть, налог не рассчитывается. Что пенсионный у нас рассчитывается 20%. Также стоит сформировать свод отчислений налогов. И проверить себя по отчету за 9 месяцев. Сделал 2.1. Всего начислено. 292 500. 292 500. При заполнении отчетности по пониженному тарифу действует все тот же принцип с нашими галочками. Если мы уберем все галочки, нажмем «Посчитать», то программа их представляет автоматически. Проверяем «Заполнить». Не забываем заполнять раздел 3.5. Если у нас пониженный тариф, процент должен быть не менее 70. На что стоит еще обратить внимание? Если у нас пониженный тариф, то в сведениях сотрудника код категории будет PNET. Не NF, как в обычной отчетности, а PNET. Если в такой организации будут сотрудники-иностранцы, стоит обратить внимание на их код категории. Если в обычной организации временно пребывающий ВП НР, то здесь будет ВП PNET. После того, как отчетность заполнена, формируем файлики, указываем папочку, нажимаем «Выгрузить комплект», формируются 2 файлика, нажимаем на кнопочку «Проверить». Видим, что программа проверки нам написала, что все хорошо. Можно отправлять. Переходим к следующему примеру. Рассмотрим, когда организация совмещает 2 режима. Например, общий режим с ЕНВД. В нашем примере это организация совмещенный режим. Важной особенностью для совмещенных режимов является заполнение конец месяца, в котором налоговый режим должен быть выбран. В данном случае общий плюс ЕНВД. И на закладке «Настройка» мы должны прописать, для какого подразделения какой режим. ЕНВД, общий ЕНВД, и задать процент деятельности ЕНВД. Смотрим нашу отчетность. Особенностью является заполнение раздела 2.1, в котором будут 2 странички с кодом тарифа 53 ЕНВД и с кодом тарифа 01 обычный режим. Смотрите, у нас 2 сотрудника. Совпадает с количеством застрахованных лиц. Мы выгрузим отчетность, выгрузить комплект. Сформировалось 2 файлика. Нажимаем «Проверить».
Ошибок 0, предупреждений 0. Все у нас хорошо. Можно отчет отправлять. Также хотелось бы еще обратить внимание, если мы создаем любой отчет, и у нас есть корректирующие сведения. Да, корректирующие есть отдельная закладка до 2014 года, где у нас пачки вида СЗВ 6.4. И корректирующие с 2014. То есть нам надо откорректировать первый или второй квартал 2014 года. Особенностью заполнения корректирующих сведений является то, что мы вручную заполняем раздел 1, строчку 120 до начисленных взносов, либо плюсом, либо минусом, и раздел 4. Так же самое мы заполняем в любом случае его вручную, доначисленно по актам, доначисленно самостоятельно, указываем год, месяц и сумму. Если мы корректируем какие-то сведения за первый или второй квартал, и сотрудник к тому времени в третьем квартале у нас уже не работает, он уволен, то его обязательно надо добавить в исходные сведения вручную. Автоматически он здесь не добавится. Это такая особенность. В принципе, все нюансы, на которые стоит обратить внимание при заполнении отчетности. Подводя итог нашего видеоурока, еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на то, что надо не затягивать с предоставлением отчетности, чтобы до 15 числа уже был получен положительный протокол. Также хотелось бы отметить преимущество отправки отчетности через сервис DNS Астрал Отчетность. Отчетность можно отправить прямо из программы. Возникает меньше ошибок, потому что иногда забываем, какой каталог мы выгрузили отчетность, копируем эти файлики. Здесь же сразу программа сама понимает, что отправляем именно эту отчетность, именно эти файлики. Обмен с пенсионным фондом проходит довольно быстро, и мы видим, что у нас в отчете. Есть какие-то ошибки, можем намного быстрее их исправить. Также не забываем проверять актуальность релизов, чтобы все выполнялось на последних релизах. Проверять актуальность программ проверки, которые, как мы с вами уже говорили, находятся на сайте Пенсионного фонда. В разделе «Бесплатные программы для работодателей» мы видим чек ППР. Если пролистнуть вниз, доступна ссылка для скачивания программы. Желаем вам удачи с заполнением отчетности. Если будут возникать вопросы и сложности, мы обязательно вам поможем. До встречи на новых видеоуроках. Делайте учет проще с компанией «Простые решения». Спасибо.